Так, ну что, приступим. Вводные, да, составляющие были сказаны. Вот, но с чего начнем? Да, во-первых, начнем, конечно же, с шута, но для того, чтобы начать рассказывать вам символику, да, что здесь изображено, мне необходимо будет сделать небольшую отсылку к древу жизни. Я не буду углубляться, но вот без этого упоминания, конечно же, какие-то моменты здесь будут непонятны. Начнем с того, что вот эта вот книга, да, книга Тода Алистера Кроули, я ее приобрела для того, чтобы дополнительно получить информацию по колоде Тота, да, потому что, ну, мне интересно было именно вот эта вот интерпретация. Но я не могу сказать, что я вот прям очень многое здесь извлекла для себя. Именно вот если бы я была, так скажем, начинающим тарологом, да, то есть исходя из той базы знаний, которая у меня уже есть, да, многое мне здесь понятно и известно, и поэтому мне проще читать даже какие-то моменты, я здесь уже могу оспаривать, могу не соглашаться, вот, но книга, она, в принципе, так скажем, если вы не на начальном этапе и ну, при этом, так скажем, знания у вас есть, да, продвинутые. Что я имею в виду знание база? Знание каббалы, древо жизни, да, вот это вот понимание этой информации, плюс эзотерические какие-то понимания, да, немножечко алхимии, тогда вот вам это все хорошо зайдет. Это вот как раз-таки, наверное, была причина, потому что я часто слышала, что ой, это такая сложная колода, вот, и ее сложно разобрать, наверное, тем, кто не в теме. Вот, в принципе, всегда так было со всеми знаниями, да, то есть то, что я говорила, в принципе, изначально про Аристотеля, то есть знания-то они есть на поверхности, а ключи имеют единицы. Вот, и если у вас есть ключи именно к пониманию, то тогда сама информация вам открывается легко и просто. Ну так, начнем. Во-первых, я хочу вам показать, ну, древо жизни, да, в принципе, вы, ну, многие его видели и знаете, что я хочу здесь на древе жизни, на что хочу вам указать. Хочу указать вот на эти три линии, да, это три завесы непроявленного, называются они Ein Soft и Ein Soft Аур, либо иначе ничто, беспредельное и без... Правильно я прочитала? Слушайте, а то сейчас я вам здесь наговорю, что здесь написано. Да, беспредельный свет. Вот. Как перевод, как это переводится. То есть эти вот три завесы, они находятся за пределами самой верхней сферы Кетер. Почему я о них упомянула, я скажу, когда буду рассматривать глифы. Значит, что нам нужно знать из этого древа жизни? Что вот эта вот сфера, это сфера Кетер, это причина всех причин, это свет, это то, что не имеет формы. По сути, это то, с чего началось построение нашей Вселенной после того, как было сжатие. Когда был, так скажем, было некое такое великое ничто, вот, оно для познания себя оно сжалось и превратилось в некую такую точку. И вот от этой точки этот свет начал некое такое движение, и создавая в виде, когда эта точка начала двигаться, да, во-первых, вокруг образовалась тьма, а точка превратилась, она стала светом. То есть таким образом появилась, условно говоря, до этого момента еще нету разделения на дуальности, но появилось вот это вот первое понимание света. То есть пространство сжалось, оно стало, вот здесь стал свет, а когда сжалось, вокруг появилась вот эта вот тьма, хаос. И когда эта точка начала двигаться, то есть визуально она создавала некий такой луч. И вот этот луч как раз-таки он и проявляется в виде путя, на котором расположен аркан шута. Опять же таки, все зависит от школы и так далее, и расположение арканов французской и английской школы, они разнятся, но вот ту школу английскую, которую мы будем изучать, вот, а Кроули все-таки выходец из золотой задри английской школы, вот, поэтому шут, он находится именно на 11-м пути, то есть то, что соединяет сферу Кетер, да, то есть это свет, и сферу Хокма. Сфера Хокма переводится как мудрость.
То есть это свет, некая такая сила, которая начинает свое движение. Следующая, вот здесь вот сфера третья, это сфера бина, называется она понимание. Я вам это рассказываю, потому что это очень важно будет в пояснении символики. Опять же таки, мои ролики, они не направлены на то, чтобы там обучать, это не обучающий курс, но вот без этого упоминания вам сложно будет немножечко, даже не то чтобы сложно, это углубит ваше познание. Так вот, понимание. Причем самое интересное, да, что начало, что шут, здесь у нас будет располагаться маг, они берут начало от света. И вот этот вот треугольник создания, да, то есть свет, мудрость, которую обретает человек, дает ему понимание. А когда у человека есть понимание, то вот здесь вот должна располагаться такая мнимая сфера, которая называется даат. Она переводится как знание, то есть у человека появляются знания. И вот до этой части, да, если мы сказали, что верхняя часть это вообще не проявленная, то есть вот это, вот то, что вот эти вот три завесы, да, их вообще умом понять, ну, невозможно. То есть нет у нас таких категорий, чтобы это все описывать. Хотя и вот эти вот первые три сферы, первая, вторая и третья, вот до бездны, так скажем, да, вот до отсюда, все, что сверху, это тоже, эти категории понять сложно, но как-то еще ну, мы имеем некое такое представление. Все, что выше кетер, это вообще уже непонятно нашему человеческому сознанию. Вот это вот вам нужно держать в своей голове. Вот эту картинку я хотела вам показать. Так, ну и теперь переходим непосредственно к картинке с нашим шутом. Так, вот так поставлю и буду вам рассказывать. Во-первых, изображен. Ну, вы видите, да, как говорится, зеленый человечек, да, зеленый, кто это, что это за зеленый чаще поставлю, так, чтобы вам видно было. Во-первых, это зеленый человечек, это бог Дионис. Те, кто, во-первых, у меня есть в открытом доступе, наверное, смотрели «Мифология Таро». Этот курс, он вообще полезен, да, вот если вы посмотрите ролик «Мифология Таро», вам будет понятно, кто такой Дионис, бог Дионис. Во-первых, я не рассказываю с целью того, чтобы передать вам мифологию, да, миф согласно данного бога. То есть это вы можете найти в интернете. Но то, что означает эти мифы, да, сам по себе вот эти вот ключи, в интернете очень сложно вам будет найти. Ну, по крайней мере, на русском языке 100%, на греческом еще нужно будет поискать, да, и при этом иметь знание греческого языка. Поэтому все, что связано с богом Дионисом, я не буду вам тут рассказывать, потому что, во-первых, есть ролик курса, я там, по-моему, 1,5 либо 2 часа об этом рассказываю, и символику, и так далее, и так далее. Вот, можете посмотреть. Но здесь изображен бог Дионис, как мы понимаем, да, во-первых, здесь изображены его рога, да, отсылка. Почему именно изображен бог Дионис? Во-первых, это... Вот как рассказывать одно без рассказывания другого. На самом деле есть прямая связь между богом Аполлоном, его сестрой Артемидой, это символ Луны, бог Аполлон Солнца, и Дионис. То есть на самом деле вот эта вот троица, это то, что в принципе изображено на древе жизни, да, вот этот треугольник верхний. Бог Аполлон, он не может воплощаться, это истинный свет, это кетер, это наивысшая, так скажем, разумность, если так можно сказать, которая хочет познать себя. Но познать она себя в материальном мире не может. Для этого ей нужен проводник. И вот этой разумности, да, этому разуму мужского пола нужен проводник. И таким проводником в данном случае является бог Дионис. Вот. Все, что говорят о нем, что вот он бог виноделия, там, разврата и так далее, это вот в контексте примитивной интерпретации. Да, это есть. Но если мы говорим о ключах, то здесь вот более намного все глубже описано, да, то есть это наше бессознательное, это в данном случае, да, описание по аркану шута, это ничто, это то, что только появляется. Как мы понимаем, что это вот начало чего-то? Во-первых, зеленый цвет. Зеленый цвет у нас ассоциируется как раз-таки с весной,
Весна – это начало весны – это нулевой градус, да, в астрологии. Ну, мы помним, что это все взаимосвязано. Все эти дисциплины второго, и начинается с Овна. Поэтому здесь, как правило, есть зеленый свет, да, как отсылка к началу, к весны. Также зеленый цвет, он указывает на незрелость и на легкомыслие, что в принципе это ключевые слова по аркану Шуто. На самом деле ключевые слова, сначала появились глифы, да, и вот эти вот символы, а из них выходят ключевые слова. Но в данном случае мы будем идти путем от обратного, да, чтобы вот было более понятно. Так. Зеленый цвет, да, мы уже сказали, что это незрелость, это некое такое легкомыслие, это начало. Дальше мы видим золотой цвет. Золотой цвет – это вот как раз-таки отсылка к Солнцу, это отсылка к Кетер, это золотой цвет и плюс ко всему желтый либо золотой – это отсылка к стихии воздуха, а аркану Шута в данном случае мы имеем воздух, стихию воздуха. Дальше начинаем разбирать. Поскольку сказали, что Шут, он берет начало из сферы Кетер, в данном случае вот здесь, да, мы видим вот эту вот частичку света. Я вам специально даже лупу поставлю и рекомендую иметь лупу, чтобы было вот, видите, как четко, потому что я так с лупой все рассматриваю, особенно в колоде Тота, это прям очень важно, у него очень много таких деталей, которые, ну, на первый взгляд не увидите, и вот я про одну из них расскажу. Вот вы видите, это свет, нисходящий свет, да, это Кетер, он изображен даже в форме, как пишет Кроули, фалоса, то есть это как некое такое начинание. А поскольку сверху у нас идет вот здесь вот, да, этот цвет, это Кетер, то, как вы видели, да, на Древо жизни есть 3 завесы, 3 непроявленные завесы, то есть то, что за ними, либо это то, что, ну, нам сложно, как я уже сказала, познать нашим разумом. Вот эти вот 3 завесы, они изображены в виде спирали, да, вот вы видите, 1, 2 и 3 спираль. Это вот как раз вот эти вот 3 непроявленные завесы. Далее, что у нас здесь есть? Ну, во-первых, мы видим вот эту вот горящую шишку, причем вот эта вот шишка, это тоже как символ Диониса. Сейчас сделается зум. Вот, думаю, вам видно. Это в левой руке, да, как шишка, огонь. А вот в правой руке вы видите вот эту вот пирамидку белую. На самом деле он держит, сейчас поближе. Так, все, сделаю зум. Вот пирамидку вы видите белую, а то, что он держит жезл, вы не видите. Потому что так как это нарисовано, ну вот, в принципе, да, вот. Сейчас попробую показать. Вот, это вот этот вот жезл, у которого есть наконечник этой пирамидки. И что здесь по этому поводу написано? То есть пишет Кроули, золотой цвет – это цвет воздуха, как я уже сказала. Дионис загрей. Так по-русски написано. На самом деле Дионисус имеет, вообще первые великие арканы, они имеют двойную природу. То есть это и мужское, и женское начало. И у бога Диониса у него на самом деле 2 рождения. Одно его физическое, и другое, скажем так, метафизическое. Тот момент, когда бог Зевс взял его и приложил к своему бедру, именно к бедру, а не к фалосу, как написано здесь в этой книге, я шокирована была. Вот, ну ладно, сейчас не о поправках. Вот, 2 рождения, то есть опять-таки указание идет на дуальность. Так, дальше, что здесь написано, что дурак, да, Шут дурак помещен на фоне воздуха, желтый цвет, то, что вы видите.
зарождающего из пространства, а его поза, вот так как он стоит, это поза неожиданного прорыва и проявления в этом мире, да, то есть его рождение. А если общий символизм этого аркана, да, то он вообще символизирует высшую степень творческого начала. Почему творческого начала? Потому что здесь еще формы нету самого движения, да, мы сказали, что это только луч, это только рождение, здесь еще нету какой-то конкретной формы, нету какого-то конкретного направления. Это просто сила, которая пронизана вообще, ну, энергия, да, можно так сказать, которой пронизана наша Вселенная, да, и все, что окружает нас, как нас на планете, так и во Вселенной. Я уже говорила о том, что он облачен в зеленое, а это значит весна. Это начало зарождения. В правой руке он держит жезл, о котором, да, я вам сказала, увенчанный белой пирамидой, что означает символ всеотца. Почему пирамида? Да, потому что верхний треугольник, то, что я вам показывала на древо жизни, да, это отсылка как раз именно к этому. А в левой руке, то есть то, как он стоит, не так, как мы видим, а то, как он стоит, да, это значит вот это правое, а вот это вот левое. А в левой руке у него пламеняющая сосновая шишка. Имеет тоже смысл, но более конкретно означающий рост растений. И с левого плеча, не так, как мы видим, а так, как он стоит, свисает как раз-таки гроздь пурпурного винограда. Ну, я про пурпурный здесь поспорила бы в изображении, но, в общем, здесь виноград. Виноград – это, опять же таки, да, символизирует плодородие, сладость и корень от экстаза. Опять же таки, экстаз – это видоизмененное состояние, то есть это расширение нашего сознания. Да, когда мы принимаем виноград, у нас есть состояние опьянения, да, либо это экстаз во время медитации, то есть это видоизмененное состояние. Что значит видоизмененное состояние? Состояние вне наших рамок, да, вне нашем привычном состоянии. То есть здесь человек, что показывает, что он выходит за пределы нашего сознание, да, то есть то, что здесь показано. То есть, сам экстаз, он изображен в виде лозы, да, виноградной лозы. Вот здесь, не знаю, насколько вам это будет видно. Так, опять же таки, да, вот это вот по спирали, то, что я говорила, это указание на тройственный покров небытия, вот, который проявляется благодаря дураку, ну, то есть рождению. Что еще здесь есть? Так, ну, в принципе, в описании больше здесь ничего нет, на самом деле там 2 абзаца, вот, а все остальное приходится искать самостоятельно. Что еще мы здесь видим? Ну, во-первых, мы видим бабочек, да, бабочка как символ воздуха, да, зарождение чего-то нового. Далее мы видим вот здесь опять-таки кадуцей. Видите, крылатое солнце, да, крылатое солнце, отсылка, опять же таки, к богу солнца, к Аполлону, то есть начальник, когда разум хочет познать сам себя, и 2 змеи. 2 змеи – это указание на дуальность, то есть что хочет здесь сказать Шут, великое нечто, что пока еще нету никакого разделения, то есть в том состоянии, в котором он находится, все едино, да, это еще не обрело форму, потому что форму обретаем в сфере бина, да, в 3-й, вот то, что там был 3-й кругляшочек. Мы форму еще не обрели, поэтому здесь все такое бесформенное, здесь чистая сила, чистая энергия в ее проявлении. Далее, что вот здесь вот мы видим, да, мы видим вот этот вот поток, на котором изображены знаки зодиака. Видите? Знаки зодиака. Почему? Потому что на том пути, на котором находится, при построении Вселенной, то есть здесь все изначально идет как смысл единства, да, 12 знаков зодиака создают некий такой цикл, круг, и плюс ко всему на начальном этапе, да, сначала появились небо, появились затем
в Генесисе, да, появились звезды, потом появились знаки зодиака, а потом начали появляться планеты. Опять же таки помним, что древо жизни – это универсальная модель построения нашей Вселенной, вот, и поэтому здесь в данном случае, да, идет вот этот вот луч, то есть пока еще нету планет, то есть пока еще нету каких-то форм, да, то есть пока есть вот, условно говоря, небесное небо. Что еще здесь есть из символики? Так, голубь, о котором я расскажу позже, и здесь есть вот это вот синее, то, что я сказала, да, крыло, это коршун. Здесь написано коршун, не знаю, увидите ли вы его, который стремится вниз, да, то есть так же, как и голубь. Вот насколько вы его сможете рассмотреть, поэтому я и говорю, что нужна лупа. Дальше здесь есть солнце, причем солнце обычно у нас изображается на солнечном сплетении, здесь солнце идет на гениталиях как символ зарождения. Мы видим три цветка. Три цветка – это опять же таки, да, три единства начала. И если вы посмотрите более внимательно, сейчас как бы вам поставить вот туда вниз, да, под цветком, есть два близнеца. То есть, по сути, это гермафродит, да, а мы помним, что аркан мира, там два близнеца, вот тут они, два близнеца лежат. Последний аркан – это аркан мира, а аркан мира – это как раз-таки соединение, да, состояние единства, то есть завершение, это то яйцо, из которого в дальнейшем родится что-то новое. Да, то есть там объединение. И с этого объединения мы и начинаем. То есть цикл должен завершиться. Поэтому здесь братья-близнецы, и братья-близнецы в данном случае как символика единения двух противоположностей. То есть здесь еще все в очередной раз скажу единство. То есть этот аркан указывает все время на дуальность, но не в контексте разделения, а в контексте, что это все имеет единое какое-то понимание. То есть здесь огонь, а здесь пирамида. Пирамида в данном случае она изображена как голубой цвет, да, как вода, то есть вода и огонь, две противоположности. Близнецы, две противоположности. Дальше, здесь две змеи, да, две силы, две противоположности. Причем вот эти вот две змеи в кадуце, они создают как раз-таки ленту ДНК. То есть объединение. Там тоже идет такая символика. Дальше мы видим двух животных. Да? Здесь мы видим тигра, а здесь мы видим крокодила и реку Нил. Опять же таки, да, когда мы просто делаем отсылку и говорим, что вот это товарищ тигр, вот это крокодил, вот это голубь. Вам, в принципе, это может ничего не давать, да, в контексте символики, если мы не понимаем. То есть мы смотрим на картинку, ну окей, картинка, да, мы знаем этих животных. Что мы понимаем? Да ничего мы не понимаем, если мы не начинаем углубляться в эти понятия. Поскольку изначально, опять же таки, да, это путь Алиф, и он символизирует тишину, то есть согласно, опять же таки, да, тут мы идем в мифологию, углубляемся, но Шут, так как он находится на пути, который соединяет Кетер и Хокму, да, то есть мудрость на этом пути мы только появляются буквы, да, еще самого слова нет. То есть здесь мы как это создается, да, начальный этап, нет еще никакой формы, поэтому идет создание букв. Но само слово у нас появится на пути, на котором стоит маг. И поэтому изначально мы издаем только какие-то звуки. То есть ребенок, который рождается, он изначально создает только какие-то звуки. Но при этом великое ничто – это тишина. Как нам изобразить тишину? Только через определенные символы. Так, я расскажу про крокодила и про голубя. Вы посмотрите, насколько это все глубоко. Но изначально, да, я уже сказала, что вода и огонь – это единение, это мир до дуальности. Его нужно как-то изобразить. Вот, и он есть. А вообще, что у нас соответствует шуту? У нас соответствует импровизация, свобода, непривязанность, непредсказуемость, да, какие у нас ключевые слова еще есть, неожиданность.
какие-то непродуманные, не плановые действия и вдохновение, да. И исходя из этого, ну вот эти ключевые слова, нам надо было эти ключевые слова, да, как-то изобразить в символике, либо наоборот. Ну, в данном случае мы идем путем от обратного, да. Я вам говорю, что мы ключевые эти слова должны найти в символах, но изначально все было наоборот. То есть сначала символика, а потом ключевые слова, которые из этой символики выходят. Так вот, очень часто на аркане Шута вы можете увидеть в разных колодах, да, либо собаку, там, либо крокодила, либо тигра. Что это означает? Ну, во-первых, тигр и крокодил – это противоположность, точно так же, как и голубь и коршун, и я вам это расскажу сейчас более подробно. Но изначально вот эти вот животные, как собака, крокодил, тигр, они ассоциируются с силой. Сила, которая нас охраняет. То есть в данном случае она охраняет, но она не кусает. Да? Вот то, что мы говорим, собака лает, караван идет. То есть ее не боятся, но на нее обращают внимание. А мы помним, что вот путь, на котором, да, находится аркан Шута, он как раз-таки и указывает про силу. Сила, которая существует. Вот эту силу надо было как-то изобразить. Но эта сила, она имеет две противоположности, да, вот как тигр и крокодил. Так что же означает крокодил? Значит, в Древнем Египте крокодил символизировал два различных понятия. Опять-таки дуальность мы видим, да? То есть, с одной стороны, он был воплощением злобы и коварства, а с другой стороны, крокодилы – это символ силы и мудрости. А мы помним, что хокма у нас называется как, переводится как мудрость, да? Сфера мудрости. И изначально вот эта энергия, которая появилась, энергия, сила, вот, она как раз и движется к мудрости. Поэтому крокодил, он, в принципе, изображая крокодила, да, мы, по сути, можем описать одну из сторон крокодила как силу и мудрость. Дальше. Крокодил – исполнитель Божьей кары, повелитель вод и земли. Опять-таки дуальность, да, мы видим, жизни и смерти. Пожиратель, символизирующий необходимость пройти через смерть к новой жизни. То есть здесь мы видим рождение, да, через смерть, через непроявленные вот эти завесы человек воплощается, человек рождается. Также крокодил является стражем дверей. Иногда крокодила мы можем видеть и на аркане мага, но потому что есть какие-то определенные свойства, которые соответствуют, да, крокодилу, и они соответствуют и магу. А вообще по Плинею, соответственно, да, соответствие с Плинеем, крокодил или иначе ящерица, в принципе, также изображается, да, это символ молчания, так как считалось, что у них, то есть у ящерицы либо у крокодила, нету языка. И поэтому изначально я сказала, что это тишина, да, то есть все вышло из некой такой тьмы изначально и стало постепенно проявляться в виде света, то есть сначала была тишина, и вот крокодил как раз-таки нам это и показывает здесь. Также крокодил отождествляется с плодородием, то есть помимо вот этого вот винограда, что у нас здесь есть, да, он отождествляется как раз-таки с плодородием. Почему? Потому что когда река Нил разливалась, да, то все цвело и давало свои плоды. А поскольку крокодил это, в принципе, водное, в реке живет, да, то есть ассоциировалось как раз с тем, что он приносит плодородие. Ну, а как темная его составляющая, то есть как дуальность, да, это как светлое, как жизнь, но есть и темное. Так вот, древние египтяне олицетворяли крокодила как раз-таки с Тифоном, а Тифон – это демон-разрушитель. В греческой мифологии это огромный змей. Опять-таки демон-разрушитель. Вспоминаем в Эдемском саду, да, кто был искусителем. Опять-таки этот змей коварный, который имеет опять-таки двойную свою природу. С одной стороны он дает знание и мудрость, а с другой стороны он как раз-таки как искуситель разрушает.
Поэтому двойная у него природа. Точно так же и у крокодила. То есть, с одной стороны, он демон-разрушитель в виде Тифона, а с другой стороны, его считали символом верховного божества. Это вот по поводу крокодила только, да, то есть на самом деле, если мы начинаем это все рассматривать, то получая вот как раз-таки понимание вот этих всех символизмов, мы понимаем, исходя из этого, глубину каждого аркана. То есть, используя отдельный символ, мы можем интерпретировать тот или иной аркан, в зависимости от того, на что у нас в интерпретации, в раскладе падает глаз. Вот, это вот мы выхватываем, да, внимание туда упало, значит, бессознательно нам показалось, что это нужно интерпретировать, и мы это интерпретируем. Теперь у нас есть голубь. Про Коршуна вы видели, да? Голубь. Что, о чем говорит голубь? Ну, во-первых, мы знаем, да, что голубь – это символ мира, чистоты, любви, безмятежности и надежды. Но нужно уточнить, что именно белый голубь, который живет и создает свою... Боже мой, свое гнездо очень высоко, да, то есть это не те голуби серые, которые обычно есть в городах, это именно белый голубь. В христианстве голубь также отображается, это традиционный христианский символ в виде духа, да, это символ духа света. А поскольку мы видим, что, да, вот здесь вот 3 цветка, это 3 единства, а дух – это одно из проявлений этого триединства, если мы рассматриваем с точки зрения христианства. Вообще существует легенда, в которой утверждается, что дьявол и ведьмы, именно ведьмы, могут превращаться в любое существо, кроме голубя и овцы. Голуби почему? Потому что это символ духа, а овцы почему? Потому что это вот как раз есть христианское такое проявление, да, ягнец, или как, да, правильно я говорю, маленький вот это вот барашек, да, как символ Христа. Вот. Также голубь выступает в роли вестника, да, то есть он приносит какую-то информацию, то есть он от высших сил приносит к более низшим. Но здесь опять же таки, да, голубь хорошо бы подошел к аркану мага как вестника, но в данном случае весть идет о том, что жизнь родилась, да, то есть что-то новое появилось, еще у этой жизни нету никакой формы, но само существование сила, оно уже присутствует. В более широком смысле голубь олицетворяет чистую душу. То есть, с одной стороны дух, с другой стороны душа. Часто он изображается вылетающим изо рта святых мучеников, да, то есть душа вышла. Так, иногда он имеет, опять же таки, в христианстве, да, как эмблема целомудрия. Мы знаем, что голубь был как символ, как раз в Греции сопутствовал, он все время сопровождался богиней Афродиты, он также был спутником Адониса, опять же таки Диониса. А у нас здесь изображен, поэтому тут и голубь присутствует, и, конечно же, Эруса, бога любви. Так, голубиное воркование связывают голубя как раз-таки с сексом и с рождением детей. Но в данном случае нам не секс интересен, а рождение детей, да, то есть как рождение чего-то нового, в данном случае метафорическое, да, не в прямом смысле. Хотя, знаете, когда что-то выпадает, да, мы тоже говорим ребенок, да, и можем сказать о рождении. А вот когда мы видим, опять же таки, пара голубей, то на протяжении многих лет это считается символом сексуальной гармонии, из которой как раз-таки идет порождение детей, и также идет голубка. Отсюда выходит как персонификация нежной жены. Что еще? Ну, вообще, голубь с оливковой ветвью – это символ обновления жизни, да? С лавровой веткой – это символ мира, что в принципе Шу, да, это как начало, как мир. А голубь с рогом изобилия означает счастливую случайность. Вот как раз Шут – это тоже про случайность.
Причем именно счастливую случайность. То есть это не преднамеренно, это не по магу, как мы вот подумали, это случилось, а это неожиданно, это что-то внезапно, оно случилось само по себе, я этого не ожидал. Это тоже вот ключевые слова как раз-таки касательно шута. Ну и у североамериканцев образ голубя – это синоним слабака, в противоположность ястребу. Так вот, если слабость, да, состояние души, вот здесь вот у нас идет голубь, то здесь, в принципе, изображен коршун, как пишет Кроули, но если мы его сравним с ястреб, то ястреб – это сила, то голубь получается как слабость. Опять же таки, две противоположности, которые соединяются. Это вот если вкратце мы расскажем про аркан шута по колоде Тота. Теперь я отодвину, и вы посмотрите примерно та же самая отсылка, аллегория. Сейчас я подвину, поставлю сначала, потом сделаю зум, чтобы вам видно было. Вот, правда, резкости нет, но, в принципе, мы разбирали этот аркан. Вот вы смотрите, это тоже такой интересный момент. Во-первых, мы видим того же самого тигра и того же самого крокодила, да, противоположность двух сил. Один тигр – изображение огня, символ огня, крокодил – вода, две противоположности. Здесь мы видим красный цвет, да, огонь, и там синий. Также мы видим здесь бабочку, да, как символ воздуха, потому что шуту соответствует воздух. Отсылка к шуту, вот эта вот шапка шутовская, зеленый цвет, как незрелость. Вот. Что дальше мы видим у шута? Ну, во-первых, дудка. Дудка – это воздух, а воздух – это дыхание. А ребенок рождается как раз с тем, что он вдыхает. И последний выдох человека приводит к смерти. И вот здесь вот очень интересные моменты, если вы посмотрите на... Сейчас приблизить надо. У него, в общем, на груди есть... Сейчас, вот видите, солнце. Солнце и Луна. Опять же таки, да, триединство, да, это Дионис в мифологии, да, это Аполлон и Артемис. Артемида по-русски. У Аполлона, Шодгёнис, Шошке и Артемис. Здесь на плече, так, сейчас я вам поставлю, на левой руке. Левая рука – это рука нашего бессознательного, потому что левой частью управляет правое полушарие и наоборот. Это состояние нашей бессознательности. Что я хочу здесь, чтобы вы увидели? Как бы вот. Ага, еще ближе. Вот, видите, да? Во-первых, символ – это алхимический союз. Символ первоматерии. Что значит первоматерия, да, алхимическая? Во-первых, мы видим ртуть и серу, да, то есть Меркурий, и вот символ, видите, красный. Активность, пассивность, и вот этот вот кругляшок – это символ соли, земли, да, как хотели создать, по сути, философский камень. А изначально это создание первоматерии, то есть то, что из чего было все создано. Если в правильных пропорциях соединить ртуть и серу и уметь зафиксировать солью, то получился бы философский камень. Но в таком пояснении идет как раз-таки отсылка к чему? К первоматерии. Что еще мы видим? Да, здесь 3 бабочки, помимо 3 бабочек. Ну, вот котомку, как в принципе у... скажу, у шута, у это. Вот. Заметьте, что мы идем в левую сторону, хотя путь на древе жизни в правой, идем в левую сторону, мы идем в неизвестность. Левая сторона всегда ассоциируется с мистикой, оккультизмом, чему-то неизвестным. Вот человек шагает в неизвестность. Здесь, значит, он держит вот этот вот жезл, да, начало, то есть это воля. Не воля, вру, воля у нас у мага идет. Это свет, который направлен к проявленности. А здесь мы видим некую такую черную дыру, вот именно в эту неизвестность шагает шут. Почему именно вот такое вот искажение? Если вы слушали мой курс «Путь души после физической смерти», там Платон описывает один такой очень интересный момент о том, что такое черные дыры. Черные дыры – это переход из одной
так скажем, вселенной другую. Вот. Почему появляется вот именно вот как воронка? То есть вот эта вот воронка создает как раз-таки искажение времени и пространства, и тем самым создает карму. И у Платона это описывается как колено, ну, если перевести с греческого языка, колено, то есть вот этот вот угол. Да, то есть когда идет искажение пространства и времени, то есть, во-первых, должно появиться пространство и время, оно вот как раз-таки появляется через искажение. И вот создание вот этой воронки, вот в эту воронку втягивает этого шута, то есть для того, чтобы он родился, и тем самым при искажении времени и пространства создается, как я уже сказала, карма, причинно-следственная связь. И здесь человек входит, поэтому вот это вот изображено. Плюс ко всему мы видим здесь зеленого змея, да, причем здесь уроборос изображен змей, который кусает свой хвост, да, это в контексте бесконечности. То есть эти циклы, они бесконечные, но здесь мы видели вот эти вот 3 пелены непроявленности, да, а здесь они в виде вот 1, 2 и 3, да, в виде уробороса изображено зеленый, как раз-таки зеленого цвета. Вот, это вкратце, если символы. Конечно, можно рассматривать еще глубже. Ну, во-первых, отсылка, да, вот на черном цвете белое, это как раз-таки звезды, да, а у нас здесь эти звезды в виде созвездия были изображены вот таким образом, да, вот здесь вот созвездия. Что мы видим? Опять же таки буква алиф, начало, стихия, алхимический символ воздуха. Вот, только здесь интересно огня, а здесь вот воздуха, как ни странно. Ну, либо если это ничего не значит. Но вообще воздух. Потому что, поэтому у нас здесь и было очень много желтого цвета. Но вот из того, что я успела проанализировать и понять, и увидеть, как говорится, знаете, как это, когда начинаешь что-то читать, видишь знакомые буквы, да, и складываются слова. Вот из тех знакомых символов, которые мне известны, вот такую интерпретацию я дала. Вы пишите в комментариях, во-первых, насколько вам было это интересно или нет, помните, ставите там смайлики, пишите, продолжайте или нет, и напишите, пожалуйста, насколько вам интересно, насколько вам то, что вот я рассказала, мне важно понять, насколько вам это было известно. О чем я рассказывала сегодня, насколько вам эта информация была знакома. Не знаю, может быть, вы ее где-то узнавали, ну, вот. Либо это действительно что-то новое для вас. Вот. Буду признательна, если вы мне про это расскажете. А я запишу сейчас еще один ролик, тоже его выложу, про мага, и потом на какое-то время буду наблюдать за вашими реакциями. Да? И опять-таки я сказала, если будет большое количество, что значит большое для меня? Ну, это вот там, я не знаю, наверное, 30-40 каких-то реакций, вот, либо слов, тогда да. Но если это будет маленький какой-то там процент, там 10-20, то при условии того, что, допустим, в Телеграме там 250 подписчиков мне сейчас показывают, ну, может быть, 249, потому что есть такие, знаете, подписываются, отписываются, но как раз-таки это будет там, ну, я не знаю, 10% заинтересованности. Вот. В общем, если интересно, пишите, я буду это все рассказывать. Если нет, ну, на нет и труда моего нет. Как-то так. Вот. Жду вашей обратной связи. Помните, да, пишите, насколько вам эта информация была знакома, незнакома. Вот. И опять же таки в нее можно погружаться, опять же таки вот в эту символику алхимическую, да, первоматерии. Здесь у нас как раз-таки идет тетрактис Пифагора, как аналогия древа жизни, да, тоже создание мироздания. В общем, этой информации конца края нет. А поверьте, да, чем больше человек погружается, чем больше у него знаний есть, и он умеет соединять эти всевозможные символы и для себя выявлять какие-то новые связи, это по-разному все время будет открываться
информация об аркане. Причем вчера буквально я получила комментарий на канале на YouTube. Он меня как-то так, знаете, зацепил, интересно. Там девушка писала о том, что я так понимаю, что вы не только таро читаете, а вы еще используете ясновидение. А еще, говорит, я предполагаю, что у вас есть либо филологическое, либо психологическое, либо историческое какое-то образование, потому что вы все это вместе соединяете. Вот, и то есть у девушки был, наверное, такой шок в плане того, что а что же вы, Лени, вообще используете? А на самом деле я использую лишь таро, да. Конечно же, дополнительные знания есть, и психология, и философия, это никто не исключал, еще какие-то дополнительные знания. Вот. Но по факту я лишь рассказываю то, что заложено в системе Таро, если действительно в ней разбираться. А в ней, чем больше разбираешься, тем больше узнаешь. Ну вот почему-то мне этот как его, комментарий очень, очень понравился и вот прям порадовал. Думаю, интересно. Как-то так сегодня. Все, прощаюсь, а то я никак не остановлюсь. Пока-пока.